На свете есть немало мест, побывав в которых всего единожды, мы хотим возвращаться еще и еще. Кто-то находит такие рядом с домом, кто-то может объехать половину планеты, прежде чем что-то западет в душу. Но все же в одном солидарны многие, даже бывалые путешественники. Красивый город на берегу моря, где к тому же круглый год лето, мало кого может оставить равнодушным. Найти красивую локацию для съемок не всегда просто. Еще сложнее выбирать из нескольких таких. Я долго думал, откуда мне начать этот выпуск, пока совершенно случайно не оказался здесь. И все раздумья отпали. Из холодной Монголии в жаркую и красивую страну. Ничанг известен многим россиянам как один из самых популярных курортов Вьетнама, а в последнее время еще и подходящее место для зимовки. О жизни, о людях и не только. Сейчас, в этом видео. История Ничанга довольно извилиста. Трудно сосчитать, сколько раз у него забирали статус города, а потом возвращали таковой. Но последнее и пока что окончательное решение о присвоении ему звания города было принято правительственным советом 30 марта 1977-го. Однако люди на этой земле живут уже не первое тысячелетие, свидетельством чему служит древняя архитектура, находящаяся практически в центре города. Это сооружение является наследием некогда могущественного государства Чампа, второй вариант произношения Тямпа. Когда-то ему были подчинены южная и центральная часть Вьетнама. В разных источниках указаны разные временные промежутки начала господства. Где-то обозначен 2 век, где-то 7, но только в 1832 Чампа была побеждена Вьетнамской империей. Сам же комплекс был воздвигнут аж в 8 веке, и только в 1906 начались его первые реставрации, которые продолжаются и по сей день. До наших дней из 10 смогли дожить только 4 башни, каждая из которых служила в те времена для молитв определенному божеству. Хотя вьетнамцы и по сей день заходят внутрь, чтобы обратиться к высшим силам. Самая главная и самая большая возведена в честь матери королевы По Нагар. В высоту она достигает 25 метров. Вообще, изначально здесь все было построено из дерева, однако в результате вооруженного конфликта в 774 году все строения были уничтожены, а спустя 10 лет их восстановили, только уже из кирпича. Собственно, выглядело это все так, как мы видим сейчас. Место крайне популярно как среди местных, так и среди приезжих. А главное, посещение стоит лишь символических денег – 10 тысяч донгов или 28 рублей по курсу на момент съемок. А вот чтобы по-настоящему оценить красоту современного Ничанга, следует попасть на одну из смотровых точек, которых здесь имеется немало. Все пути открыты, нужно только немного поискать. Разве кого-то может не завораживать этот живописный пейзаж, в котором прекрасно все? Поросшие зеленью горы, умиротворяющее море и поднявшиеся высоко вверх многоэтажки. Море, конечно, вблизи не кажется таким спокойным. Сейчас здесь такой сезон, что волны есть постоянно. Они не супер большие, но тоже могут таить опасность. Например, моя нога подверглась нападению огромной ветки бамбука, которая приплыла строго в лодыжку. Поэтому для купания лучше найти платные и более спокойные места, коих, впрочем, в избытке. Выбирай, какое нравится. По всему побережью раскинулись многочисленные волейбольные площадки, которые заполняются примерно к 16:00. Любовь вьетнамцев к волейболу действительно стала сюрпризом. А вот что еще сильно удивило – отношение в этой стране к мусору. Его тут кидают везде и всюду. Специализированных баков для утилизации отходов прям мало. И если у меня это вызывало удивление, то вьетнамцам они, похоже, не особо-то и нужны. Где застал случай, там и выбросил все, что нужно. Бутылка, пустая пачка из-под сигарет и так далее.
Но вот парадокс. На улицах центрального Нячанга очень чисто. Как же так получается? Зададите вы логичный вопрос. На самом деле все просто. Во Вьетнаме слишком большой налог на мусор. Это сильно не нравится местным, и они демонстративно и не стесняясь могут бросить что угодно и где угодно. Но налог этот, похоже, идет на зарплату дворников. Их прям очень много. Они работают и в дождь, и в жару, а после полуночи на улице высаживается практически клининговый десант. Получается вот такой баланс, в итоге имеющий положительный результат. Гульназ Гизатова родом из Уфы. Уже 7-ю зиму она проводит за пределами России. Успела побывать много где, но в Нячанге зимует впервые. Говорит, изначально даже планов не было оставаться тут более чем на 2 недели. Вообще хотела улететь на Бали, а сюда приехала навестить подругу. Но город настолько понравился, что она изменила свое решение и осталась здесь. И азиатский менталитет, добрую часть которого составляют беспечность и медлительность, уже давно не вызывает у Гульназ удивления. Азиаты медленные, азиаты очень медленные. И к этому надо привыкнуть, это надо принять. Вот это, наверное, одно из самых сложных, с чем сталкиваются люди, когда сюда приезжают и общаются с азиатами. И они все говорят, вот они опаздывают, это надо просто принять. Она видела всякую Азию, и грязную, и не очень, но здесь пока что ощущает себя уютнее всего. Познакомилась тут с земляками, которые также приехали сюда скоротать зиму, так что скучать не приходится. В будущем, скорее всего, в список посещенных Гульназ стран добавятся новые, но Нячанг наверняка займет особое место в душе. Весь упор, конечно, на туризм, подавляющее большинство отдыхающих из стран СНГ. В общем-то, на них тут и главный ориентир. Например, часто можно встретить меню на русском языке. Перевод, конечно, не всегда корректный, но в целом понятно. А работающие в туристической зоне вьетнамцы учат русские слова, чтобы было проще объясняться с теми, кто решил провести отпуск на этом побережье. Что точно можно рекомендовать к посещению каждому, так это соседствующий с городом Чудо-остров. Жемчужина Нячанга и местного туризма в целом – парк развлечений Вин Перл. Это огромнейший комплекс с пляжем, бассейнами, аквапарком и другими радостями отдыхающего человека. Попасть в этот туристический рай можно 2 способами – на катере или по канатной дороге, проходящей прямо над морем на высоте 40 метров. К сожалению, во время пандемии дорога была остановлена, так что на текущий момент добраться можно только по воде. Развлечений внутри предостаточно. К примеру, зоопарк с фламинго, тиграми, носорогами и много кем еще. Есть довольно впечатляющие аттракционы, где все кричат от страха, а еще огромное колесо обозрения, с которого видно весь город как на ладони. В местах с хорошим обзором установлены вот такие кабинки, отныне не действующие канатки. Стоит это удовольствие примерно 2000 рублей с человека за целый день, а цены на одежду и еду ровно такие же, как и в городе, что тоже приятно удивило. В общем, Вин Перл – это идеальное место, чтобы целый день провести с семьей. Бесчисленное количество кафе и массажных салонов – это, наверное, главная фишка Нячанга. Кухня на любой вкус, начиная от привычных нам забегаловок у Ашота и заканчивая так называемыми боке. Это такие заведения, где стоят аквариумы с морепродуктами, их достают прямо при вас и тут же готовят. Конечно, рыба, крабы и подобные морские деликатесы здесь весьма в ходу. Стоят по нашим меркам не слишком дорого и вкусные. А массаж просто обязателен к посещению. За 600 рублей можно целый час релаксировать, закрыв глаза и наслаждаясь спокойной музыкой. Есть даже специальные салоны, где массаж делают слепые люди. Считается, что незрячие могут более точно сконцентрироваться на ощущениях клиента. Имеются и специальные школы, где их обучают всевозможным методикам массажа. С этой компанией я познакомился совершенно случайно. Пересеклись в фойе отеля. Валихан и Николай приехали на отпуск с супругами Динарой и Зинаидой. Это их первый визит во Вьетнам. Прибыли несколько дней назад. Пока что, с их слов, все нравится. Особенно приветливые и веселые местные жители. На вопрос, хотели бы вернуться сюда в будущем, не задумываясь, отвечают. Я думаю, да, хотел бы. Правда, для семьи Валихана путь сюда выдался непростым. Прямых рейсов с Астаны нет, пришлось добираться до Алматы с приключениями. Но все проблемы отступили, стоило только впервые оказаться на этом чудесном морском побережье. И тогда ты понимаешь, оно того точно стоило. В
В целом люди тут живут неприхотливые. Послеобеденная сиеста – нормальное явление для вьетнамцев. Причем им не сильно-то важно где. Вот, к примеру, мужчина спит на лавочке, а вот этот в качестве дивана использует свой байк. Встречались даже люди, которые спали на полу в общественном туалете. Но, как уже было сказано, чистоплотность – это не про вьетнамцев. В этом можно легко убедиться, если отъехать на окраину города, где улицы убирают меньше. Разбитые пешеходные дорожки и мусор повсюду – вечные спутники таких районов. В целом, Ничанг можно смело назвать городом контрастов. Это заезженное выражение здесь подходит как нельзя кстати, ведь в нем, как в большом миксере, смешалось все. Современность и история, чистота и почти что антисанитария, местные и приезжие. Такие сочетания очень интересны, они позволяют открыть в своем сознании какие-то новые грани и без сомнения признаться самому себе. Когда-нибудь я вернусь сюда снова.